Когда я вышла замуж за Егора, я знала, что принимаю не только его, но и его прошлое. 2 детей от первого брака — Машенька, 4 годика, и Саша, всего 2. Их мама погибла в автокатастрофе полгода назад, и в их глазах все еще жила та пустота, которую не заполнить никакими игрушками или сладостями. В первую же ночь Саша проснулся с криком. Я вбежала в детскую. Малыш сидел в кроватке, весь в слезах, и тянул ручки ко мне. Не думая, я подхватила его, прижала к себе, и он уткнулся мне в плечо, всхлипывая тихо-тихо. В тот момент что-то переломилось в моем сердце навсегда. «Не плачь, солнышко», — шептала я, качая его. «Мама здесь». Слово вырвалось само собой и показалось таким естественным, таким правильным. Егор работал много, часто в командировках. Я растила детей одна. Готовила завтраки, заплетала Машины косички, учила Сашу завязывать шнурки. Забирала из садика, читала сказки на ночь, лечила разбитые коленки и утирала слезы после ссор с друзьями. Через полгода Саша, споткнувшись на детской площадке, побежал ко мне с разбитой губой и сквозь слезы прошептал: «Мама, больно». Я расплакалась. Прямо там, среди песочницы качелей, потому что это маленькое слово значило для меня больше, чем все признания в любви в мире. Но счастье длилось недолго. Свекровь, Елена Михайловна, была категорически против. С самого начала она смотрела на меня как на временное явление, досадную помеху между ней и внуками. «Ты им не мать!» — шипела она каждый раз, когда дети называли меня мамой. Уважаемые зрители, пожалуйста, поддержите нас лайком, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Будет очень приятно, если вы напишите, из какого города или страны вы нас смотрите. У них есть мама, она просто на небе. А ты просто женщина, которая живет с их папой. Она приходила без предупреждения, всегда с подарками для детей и ледяным взглядом для меня. Усаживала малышей рядом с собой и начинала свою песню. «Детки мои, вы помните маму? Настоящую маму? Она была красивая, добрая, она вас очень любила. Она смотрит на вас с неба и грустит, когда вы называете чужую тетю мамой. Машенька, старшая, понимала больше. Она смущенно смотрела на меня, потом на бабушку, и я видела, как в ее маленькой головке борются противоречивые чувства. «Бабушка, но тетя Марина нас кормит, читает сказки», — робко начинала она. «Это ее работа», — отрезала Елена Михайловна. «За это ей папа деньги дает. А мама — это святое. Мама одна». Каждый раз после таких разговоров дети становились отстраненными. Машенька переставала обнимать меня перед сном. Саша снова начинал звать меня тетей Мариной, и каждый раз это было как удар ножом в сердце. Я пыталась говорить с Егором, но он только махал рукой. «Марина, не обращай внимания. Мама у нас такая. Она детей любит. Это главное. Но она настраивает их против меня». «Ну что ты, какое против? Просто помнит первую жену. Это нормально. Нормально». Мне хотелось кричать, что ненормально разрывать детские сердца, заставлять их выбирать между памятью о матери и любовью к той, кто рядом сейчас. Но я молчала. Всегда молчала. Годы шли. Дети росли, и я продолжала быть их мамой тайком, только когда бабушки не было рядом. В школе я была мамой, на родительских собраниях. Дома снова становилась тетей Мариной, если приходила свекровь. Елена Михайловна не просто напоминала о покойной невестке, она создала из нее культ. В детской повесила большой портрет их биологической мамы, постоянно рассказывала, какой она была замечательной, как сильно любила детей, как планировала их будущее. «Мама хотела, чтобы Машенька играла на пианино», — говорила она.
Мама мечтала отдать Сашеньку на футбол. И неважно, что именно я водила Машу на музыку, а Сашу на тренировки. Неважно, что именно я сидела с ними над домашними заданиями, лечила простуды, покупала первые школьные принадлежности. Все это будто растворялось в тени настоящей мамы. Самым страшным было то, что дети начали сомневаться в своих чувствах. Машенька, которой было уже 9, однажды подошла ко мне и спросила: «Тетя Марина, а я плохая, если люблю тебя как маму? Бабушка говорит, что я предаю настоящую маму». Я присела рядом с ней, взяла за руки и посмотрела в глаза. «Машенька, любовь — это не предательство. В сердце может жить память о маме, которая на небе, и любовь к той, кто рядом. Одно не мешает другому. Но бабушка говорит... Бабушка тоже скучает по вашей маме. Но это не значит, что нельзя любить меня». Она кивнула, но я видела, сомнения остались. Переломный момент наступил, когда Маше исполнилось 14. Она стала старше, мудрее, начала анализировать происходящее. Как-то вечером, когда мы остались одни, она сказала: «Знаешь, я все понимаю. Бабушка хочет, чтобы мы помнили биологическую маму, но ты — та, кто растил нас все эти годы. Ты — наша настоящая мама». Сердце ёкнуло от счастья и боли одновременно. «Машенька». «Нет, послушай. Я помню биологическую маму смутно. Помню, что она была добрая, что пахла духами, что читала сказки. Но все остальное — это ты. Первый день в школе, когда я боялась, рядом была ты. Когда я влюбилась в одноклассника и страдала, ты меня утешала. Слезы текли по моим щекам. Биологическая мама дала нам жизнь, и я ей благодарна. Но ты дала нам детство, любовь, дом, и я буду звать тебя мамой, что бы ни говорила бабушка». Саша, который к тому времени стал серьезным мальчишкой 12 лет, поддержал сестру. «Я согласен с Машкой. Ты — наша мама. И точка». Но настоящее испытание ждало впереди. Егор изменил. Я узнала случайно. Увидела сообщение в его телефоне. Молодая сотрудница, 25 лет, никаких обязательств, никаких чужих детей. Когда я попыталась с ним поговорить, он сказал то, что убило меня окончательно. «Марина, я устал. Устал от этой игры в семью. Это мои дети, но не твои. Мы просто существуем рядом. Я хочу начать заново». А как же дети? Им уже 18 и 16, им нужна стабильность. Они взрослые. Разберутся. Развод был быстрым. Егор ушел к своей молодой любовнице. Дом остался мне. Единственное, на что его хватило после 14 лет совместной жизни. Я думала, дети последуют за отцом. Все-таки кровная связь. Но они выбрали меня. «Мам», — сказала Машенька, — «мы остаемся с тобой. Ты — наша семья». Саша кивнул. «Папа нас бросил. А ты — никогда». Но самое страшное ждало впереди. Елена Михайловна, узнав о разводе, решила, что теперь у нее есть шанс вернуть внуков. Она стала приезжать каждый день, умолять, требовать: «Дети, что вы делаете? Эта женщина больше не ваша семья. Она даже не жена вашего отца. Живите со мной. Я вас люблю. Я ваша настоящая бабушка». «Бабушка», — терпеливо объяснял Саша, — «мы любим тебя. Но наш дом здесь, с мамой». «Она вам не мама!» — кричала Елена Михайловна. «Сколько лет я вам это говорила?» «Бабушка», — впервые в жизни резко ответила Машенька, — «ты сама нас от себя оттолкнула. Все эти годы ты говорила, что мы не должны ее любить, что она чужая, а она все равно нас любила, терпела, растила. И теперь, когда все нас бросили,
Она единственная, кто остался. Но Ты хотела, чтобы мы помнили биологическую маму. Мы помним. Но настоящая мама — та, кто рядом, когда трудно. Елена Михайловна ушла в слезах и больше не приходила. Прошло 2 года. Егор иногда звонил детям, но все реже. Его новая жизнь не предполагала воспоминаний о прошлом. Елена Михайловна пыталась восстановить отношения, но дети были холодны. Они не злились, просто отдалились. Машенька поступила в университет, Саша заканчивал школу. Мы стали настоящей семьей. Наконец-то. Однажды вечером Машенька, приехав на выходные из общежития, обняла меня и сказала: «Мам, спасибо тебе за то, что не сдалась, за то, что любила нас, даже когда мы сами не понимали, что происходит». «За что, солнышко?» «За то, что показала: мама — это не та, что родила. Мама — это та, что всегда рядом, которая любит не потому, что должна, а потому, что не может иначе». Саша, уже высокий парень, добавил: «Если у меня когда-нибудь будут дети, я буду рассказывать им о 2 мамах. Одна дала нам жизнь, и мы ее помним, а вторая дала нам любовь, дом, детство, и мы ее любим». Через полгода Елена Михайловна заболела. Дети ездили к ней, навещали, но тепла прежнего уже не было. Она сама это понимала. Перед смертью она попросила меня приехать. Лежала в больничной палате, маленькая, сломленная. «Марина», — сказала она слабым голосом, — «прости меня. Я думала, что защищаю память о Лене, а на самом деле просто боялась, что ты детей настроишь против меня, и тебя возненавидела за то, что ты оказалась лучше меня». «Елена Михайловна, нет, дай мне сказать. Ты была для них настоящей мамой, а я их от себя оттолкнула, и теперь они меня не любят и правильно делают». Я взяла ее руку. Они не злятся, просто защищают свою семью, как вы когда-то защищали свою. Она умерла через неделю. Дети горевали, все-таки бабушка, но на похоронах держались за мои руки. Сейчас Маше 22, Саше 20. Машенька работает дизайнером, встречается с хорошим парнем. Саша учится в институте, играет в университетской футбольной команде. Егор иногда звонит на дни рождения. Его молодая жена оказалась не такой понимающей, когда речь зашла о детях от первого брака. А мы живем. Наша маленькая семья, которую когда-то все считали ненастоящей. По воскресеньям собираемся за ужином, рассказываем новости, смеемся над старыми фотографиями. На комоде в гостиной стоят 2 фотографии. На одной их биологическая мама с Машенькой и крошечным Сашей. Красивая, молодая, счастливая. На второй мы втроем, сделанная в прошлом году. Машенька обнимает меня за плечи, Саша стоит рядом, высокий, взрослый. Под первой фотографией надпись детским почерком: «Мама, которая дала нам жизнь». Под второй, взрослым почерком: «Мама, которая дала нам любовь». Обе фотографии стоят рядом, потому что в сердце может жить и память, и любовь. И одно не отменяет другого. А иногда, когда мы смотрим семейные фильмы, или когда Машенька показывает мне свадебные платья в журналах, я думаю, настоящая семья — это не кровь. Это выбор. Каждый день выбирать любить, заботиться, быть рядом. И мы сделали этот выбор. Все вместе. Недавно Машенька сказала, что когда захочет выйти замуж, то будет спрашивать совета у меня. Потому что я ее мама. Та самая, настоящая. А Саша добавил, что своих детей будет учить главному. Семья
это не те, с кем ты связан кровью. Семья — это те, кто остается, когда всем остальным становится трудно. Мне 43 года. У меня 2 взрослых детей, которых я не рожала, но которые — моя жизнь. У меня нет мужа, но есть дом, полный любви и смеха. И знаете что? Я счастлива. По-настоящему, глубоко счастлива. Потому что материнство — это не биология, это любовь, которая сильнее всех страхов, предрассудков и чужих мнений. Это сердце, которое готово биться за чужих детей, как за своих. И дети, которые это чувствуют, ценят и отвечают тем же. Это и есть настоящая семья. Не идеальная, не такая, как в книжках, но настоящая и моя. Уважаемые зрители, пожалуйста, поддержите нас лайком, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Будет очень приятно, если вы напишите, из какого города или страны вы нас смотрите.